Приветствую всех, с вами Виктория, это канал Оазис Отшельника. Сегодня у нас третья часть серии видео про мироздание и сотворение мира. Итак, сегодня мы поговорим о том, что такое человек как подобие Бога. Если оперировать какими-то понятиями, то мы поговорим о структуре человека как подобие Бога. Итак, так же как и Бог имеет определенное строение, также имеет определенное строение создание Бога, человек, дух, сознание, душа и тело. Это разнонаправленные, скажем так, энергии и структуры. И если говорить про ту же самую материю и антиматерию, это выглядит следующим образом. Дух и душа – это полностью антиматериальные объекты, то есть они представлены в полный рост в антиматериальном мире, то есть не в нашей материи, да, не там, где мы можем видеть что-то физическими глазами. Если говорить про сознание, оно имеет смешанную природу, то есть частично сознание любого человека представляет собой антиматериальный объект, частично материальный объект. И тело наше полностью материальной природы. То есть, собственно говоря, скажем так, мостик между материей и антиматерией является сознание. То есть именно сознание как некая склейка между физическим телом и теми антиматериальными объектами, которыми живут в антиматериальном мире и в теле имеют представленность, именно проекции. То есть если говорить про дух, то проекция духа в нашем теле в момент формирования зародыша это формирование нервной трубки, да, и это кости черепа и скелет. Ну, так пришло, это не точная топика, если честно, да, потому что то, что касается духа, это, знаете, это все равно, что Бог в макушку поцеловал. То есть так как люди действительно оторваны от своего духа, то это и выглядит, наверное, в какой-то мере именно представленность, что ли, в том числе проекции у человека. То есть это такое внутреннее понимание, что ли, да. Если говорить про сознание, то проекция сознания в теле человека – это, конечно же, головной мозг. И если говорить про нашу душу, то проекция в человеке, в физическом теле, проекция души – это сердце. Итак, давайте поговорим более подробно об этих структурах. Если говорить про дух и душу, то есть это два антиматериальных объекта, это обитатели разных миров, тем не менее, да, это представители антиматерии, но обитают они совершенно в разных мирах. Миров, на самом деле, их очень много. Если говорить именно про дух, то дух при рождении, при внедрении, скажем так, в тело физического индивида в виде человека, да, мы сегодня говорим про людей, дух имеет способность путешествовать по мирам. Дух – это вообще бессмертная суть, да, именно на духе, как продолжение Бога, записаны все инкарнации, то есть информация об абсолютно всех инкарнациях данного индивида. То есть индивид, когда я говорю это понятие, я подразумеваю конкретно определенного персонажа в определенном физическом теле. Ну, то есть так как мы сегодня с вами общаемся, под понятием индивид есть некая демская Виктория, которая сегодня вещает про многомерность человека как подобие Бога на канале Оазис Отшельника. Есть индивид Вася, Петя, вас как зовут, это уровень индивида, да. И если мы говорим сегодня про инкарнации другие, то это не индивид, то есть это другие индивиды в других жизнях, но тем не менее это инкарнации, которые как бусы, как некая информация, которая записывается на одном духе. И по сути, когда дух включают, скажем так, внедряют в физическое тело, он именно в физическом теле связывается с сознанием. Это происходит только в момент жизни физического тела. Да? Если говорить про тот момент, когда физическое тело умирает, то дух с сознанием разлетаются по разным мирам, потому что сознание, по сути,
тоже здесь очень много спорных понятий, да, я объясню, как бы оперируя некими понятиями, ту картину, которую открылась мне однажды. То есть многие путают, допустим, высшее «я», что высшее «я», оно существует у каждого человека. Ну, то есть есть глобально подменные понятия в таком плане, что высшее «я» существует у каждого человека, есть определенные какие-то подсистемы и так далее. Если судить именно по этим определениям, я скажу так, что то высшее «я», которое определяется таким определением, не что иное, как сознание Бога Отца. То есть сознание Бога Отца, представьте себе, что это море. Вот то самое бескрайнее море. Оно бескрайнее для нас, да? И после смерти любого индивида капля вашего сознания, то есть ваше сознание, мое сознание, сознание другого человека, тоже имеет свое личностное сверх-я. То есть это и есть та самая капелька моря Бога Отца, сознания, да, которое после смерти, соответственно, сливается с этим морем, да, сливается с морем в банк сознания и несет всю накопленную информацию. И, соответственно, в чем предназначение духа и сознания? То есть дух и сознание — это разные структуры. Дух не является сверх-я. Дух — это нечто такое, что действительно совершенно невозможно потрогать. То есть если сознание еще как-то можно ощутить, то дух — это некая программа, заложенная Богом Отцом и самим Богом Творцом. Дух — это продолжение Бога. Дух — это некий набор качеств, в которых мы являемся продолжением Бога. Это некая гамма, которая так или иначе, конечно, звучит по-разному. Есть некие представленности нот, которые абсолютно в каждом человеке что-то свое, более совершенно и подстроено под совершенство качеств Духа Бога Отца. И плюс к этому, конечно же, именно Дух записывает некую программа Духа, программа развития того самого Духа, программа развития в процессе усложнения Духа и многомерности человека из жизни в жизнь, как путь усложнения и возврата в божественный мир. И когда дух соединяется в теле с сознанием, это происходит, еще раз повторюсь, на уровне физического тела, а то есть, соответственно, биологической жизни в конкретном индивиде, они функционируют как бы вместе, да, в одной связке. И их функционирование, то есть это и есть путешествие по разным мирам, которые вы не видите, разные миры, разные мерности, разные пространства. Даже в течение каждого дня это преодоление разных пространств. То есть мерности, конечно, это мы замахнулись, да, про мерности это отдельная тема, но разных пространств. В какой-то момент это разные мерности, но если говорить там про 4D, про 5D, то, что люди как бы вещают, да, это вообще преждевременное понятие, то есть речь сейчас не об этом вообще. Итак, при жизни в физическом теле дух с сознанием связаны как будто в определенной связке, имеет определенный коридор. То есть вот эта связка, которая насчитывает определенное количество коридоров, она не может провисать больше. То есть идеальное состояние, когда дух и сознание или ваше личностное сверх-я находятся в одном мире, то есть нет провисания. Но чаще всего, то есть полная такая синхронизация, да, по частоте помыслов, по частоте сознания, но чаще всего именно происходит вот это провисание, да, и сверх-я, ваше личностное, оно находится ниже того мира, в котором обитает дух. Собственно говоря, и это нормально, да, но просто когда сверх-я падает где-то ниже, все ниже и ниже, в какой-то момент это может вызвать, знаете, как пружина, которая растягивается, максимальное сопротивление. И важно понять, что путешествие своим сознанием по разным мирам, мы говорим сегодня про сверх-я. Мы сейчас не говорим о структуре, представленной в материальном мире. Так вот, сверхсознание, сверх-я, личностное, да, оно также способно провисать по мирам. Та самая капелька, да, которая вам дана в этой жизни.
И, соответственно, когда-то эта пружина, она натягивается до конца, и это может обусловить то, что дух в том числе спускается на какое-то количество миров. То есть вы ответственны за состояние своего сознания, в том числе состояние сверх-я, в том плане, в каких мирах обитает ваш дух. И в какой-то момент пришла, когда информация о формулах, да, которые отражают те места, где путешествую я, в тот же момент пришла информация именно о том, что таблица Менделеева содержит информацию о тех самых мирах. Но на самом деле, когда я стала разбирать эту информацию, оказалось, что намного все сложнее. То есть, собственно говоря, действительно прототипом можно рассматривать для, знаете, первого приближения таблицу Менделеева, как открытие некого ученого, да, но все ученые, они, тем не менее, воспринимают линейно информацию, да, и как бы речь идет все-таки о том, что есть некий сектор узкого восприятия. То есть для того, чтобы реально воспринимать объемные послания божественного мира, это много что нужно. И, например, могут некоторые ухмыльнуться про меня, я сегодня не являюсь ученым, что-то такое вещаю, да, я говорю, что это объемные послания. Дело в том, что когда начинает работать канал объемного видения, в зависимости от того, сумма каких вы инкарнаций является, вы так или иначе начинаете принимать послания объемные. И тут уже вопрос того, как вы это воспринимаете. Чисто теоретически возможно в том числе, что и ученые могут принимать объемные послания и трактовать с точки зрения некого своего опыта и познаний. Познание — это то, что, к чему они тяготели в этой жизни, да, они являются учеными, рассчитывают какие-то формулы и так далее. Мои познания в этой жизни по наработанной карме связаны абсолютно с другой отраслью. И в этом тоже есть определенный смысл и предназначение, что я сегодня говорю с вами так. И как бы объемные послания могут принимать именно души на стадии, ближе к стадии развития человеческой души. Но об этом мы поговорим чуть позже сегодня. Итак, на самом деле таблица Менделеева является самым простейшим прототипом, чтобы было понимание, скажем так, более высоких миров и более низких миров, по которым путешествует сознание. На самом деле эта структура и эти миры намного более сложны, в том числе по мерностям пересечения пространств, времен и так далее. Итак, сознание. Сознание — это структура смешанной природы, то есть есть антиматериальная часть, вот именно о ней мы говорили, да, как связка, как сверх-я личностное, да, как сверхсознание. Та самая капелька моря Бога Отца сознания, да, которая при жизни индивида, вот эта капелька перемещается и ответственна, скажем так, за трансляцию некого информации и сбора некой информации. И также есть часть этого сознания, которая личностного, да, которая представлена в материи, то, как функционирует наш мозг. Собственно говоря, это рассудок и ум. Рассудок — это оценочный центр, то есть он оценивает те события, которые происходят в нашей жизни, как хорошо, плохо, да, нет и так далее. И если говорить про ум, то это основная часть мыслей, которые обитают в нашей голове. А если предположить, что у человека есть связь со своим духом, то есть дух — это в том числе определенные качества, да, которые синхронизируют нечто, некую программу развития по воле Бога и воле Творца. Так вот, дух в состоянии проносить в нашу голову определенные решения. То есть именно в духе мы являемся продолжением Бога, и именно дух несет определенные решения, которые нужно притворять в действие, притворять в материю, потому что это и есть основное и ключевое предназначение человека — претворять решение духа в материю, тем самым в том числе неся волю Бога Отца, волю Бога Творца, различные вообще моменты. То есть в этом и есть определенный смысл сотворения бытия. И на самом деле, если предположить, что в нашей голове только решение духа, то на самом деле в вашей голове очень на долгое время наступит тишина, то есть решение духа не поступает в голову ежедневно. И, соответственно, все мысли, которые обитают в голове, это не совсем даже ваши мысли. То есть, как мы говорили, они оформлены в виде влияний,
астральных прослоек, да, то есть различных низших сил, в том числе контрактных. Но и в том числе, конечно, там есть частично наши мысли, то есть потому что сознание, если глобально рассматривать, то оно тоже делится как бы типа на подступени, да, то есть часть сознания, которая отвечает за восприятие именно вопросов, связанных с духом, есть часть сознания, которая отвечает за восприятие вопросов, связанных с душой, и есть часть сознания, которая отвечает за восприятие вопросов с телом. Это как будто восприятие, ну, как бы набора неких программ, и в том числе, когда вы расширяете и обходите эти программы. И в этом заключается тоже некий смысл именно развития и накопления опыта сознания, чтобы накапливался определенный опыт, определенное восприятие с той целью, чтобы после жизни это же сознание вернулось в банк сознания. То, что касается души, здесь это антиматериальный объект, но душа, она у нас не путешествует по высшим мирам, по низшим мирам, в отличие от духа и сознания. Душа у нас обитает в нашей Вселенной, таки, да, в антиматерии. Это, ну, определенное фиксированное место, так же, как наше физическое тело, да, мы перемещаемся по Земле, мы можем обитать одновременно только на одной территории, да, в какой-то момент мы захотим, допустим, перебраться территориально в какой-то другой город или другую страну, но наше физическое тело, пока оно не научилось телепортировать, оно находится в одной точке. Также и наша душа, то есть есть антиматерия, то есть это как дубль Земли представлен, да, и душа в полном ее виде, она живет именно в антиматерии, и она точно так же, ее зона обитания в какой-то определенной точке этого дубля Земли, этой антиматерии. Именно здесь за душой ухаживают ангелы, и есть, скажем так, зона их влияние, что ли, да, где они могут ухаживать за душой. Но так как все-таки мы говорим про души и про в том числе определенные вопросы восприятия того же сознания души, бывают состояния такие, когда душа, знаете, как обезумевшая, делает все на самом деле, так же как физическое тело, чтобы уйти с какой-то территории, да, и это, ну, в любом случае, когда душа уходит из сферы влияния ангелов, она попадает вот в те самые астральные прослойки, то есть адовые прослойки, это существует. Теперь поговорим про душу, то есть если мы говорили про дух как бессмертный, сознание тоже получается без начала и без конца, да? Но здесь предназначение его несколько другое, то душа, она дается индивиду на одно воплощение, то есть душа является смертной, и душу предоставляет индивиду планета, на которой он рождается. Соответственно, мы с вами все земляне, и нам душу дает планета Земля, которая, так на секундочку, является божеством. Потому что мы уже говорили, да, что за каждым космическим телом в нашей Вселенной, а на самом деле это является одним из тел либо ангельского мира, либо божественного мира. Это тоже нужно понимать. Если как бы у вас встречает сопротивление этой информации, хотя бы учтите такую вещь, что действительно в малом есть отражение великого, есть определенные взаимосвязи между всем, и также, ну, если на то пошло, и если разобрать такие вопросы, как некого разума планеты, согласитесь, что планета Земля обладает определенным разумом, и этот разум намного выше и больше, чем человеческий. То есть, опять же, сопоставляя понятия, разум – это и есть сверхя. Ну, в данном случае, то, что я вам рассказала, это личностное сверхя. Да? Разум, сверхя, сверхсознание – это тождественные понятия в том контексте, о котором я говорю. И так, то есть душа дается индивиду на одно воплощение, она смертная.
и находятся на разных стадиях развития буквально. То есть, когда я употребляю тело души, я просто не знаю, каким определением это назвать, потому что, собственно говоря, что программы духов, да, что вот эти коридоры, в которых миры, в которых путешествует сознание, дух, то есть я вижу эти вещи в силу того работающего канала объемного видения, который у меня заложен и который работает сейчас как положено. И, соответственно, также я вижу стадии развития душ. И сегодня я вам заявляю о том, что души находятся на разных стадиях развития. То есть мы все человеки, с одной стороны, Homo sapiens, но, тем не менее, души наши не все соответствуют человеческой стадии развития. То есть большинство душ находятся на стадии развития животных. Также такая же примерно процентовка – это стадия развития птиц. Человеческих душ, ну, испокон веков, по крайней мере, да, примерно ситуация и картина была одинакова всегда. И также, наверное, сразу приоткрою завесу тайну, потому что такие вопросы задавались, типа, как вы считаете, существует ли такое, что души отправляются на Землю для, ну, что как души ангелов отправляются на Землю. Дело в том, что это не совсем души ангелов направляются на Землю, потому что ангелы за нами ухаживают, еще раз повторюсь, в антиматерии. Но есть программы развития, когда, скажем так, по правильным действиям и по взвеси инкарнации, да, и существует некая программа развития души, что индивиду, ну, есть большой шанс, например, в процессе развития души своей дойти не только до человеческой, но и до ангельской. То есть возможно стать ангелом во плоти. Это возможно. Но, повторюсь, все-таки давайте вернемся к тому, что ангельская программа развития души, она находится еще выше, еще дальше, чем человеческая. И вернемся к той печальной статистике, которая отражается именно сейчас в плане развития душ. И нужно сказать так, что тот процент человеческих душ, который существует прямо сейчас, он намного меньше, чем когда бы то ни был. То есть примерно этот процент всегда был одинаков, но именно сейчас процесс перехода, процесс великого перехода, этот процент наименее выражен, чем был. И, то есть, как часто это происходит, мы поговорим тоже в другом выпуске. И если вернуться, опять же, к стадиям развития душ, то сейчас скажу как бы резюме, да, в основном людей воплощают на стадии развития птиц либо животных, в основном. И знаете, в какой-то мере на нас, в принципе, возложена великая миссия этого развития, потому что, да, души смертные, но именно душа Бога, например, является Святым Духом, бессмертным, как вы понимаете, да. Именно планета Земля это тоже является бессмертной душой, локальным представительством Святого Духа. И если затрагивать развитие души, то даже на человеческой стадии развития возможно прохождение определенной точки, которая приведет к бессмертию души. То есть повторюсь и буду повторяться, что в основном души находятся на стадии развития ниже человеческой, и они смертные. То есть нужно отдавать себе отчет в том, что во время смерти эта душа проходит через свои определенные коридоры, скажем так, пыток, и умирает, так же, как физическое тело. Умирает позже, естественно, чем физическое тело. Бессмертной в этой конструкции остается, конечно же, сознание и дух. Но если предположить, что человек, индивид, прошел по определенной карте развития, благополучно сделав все, что от него зависит, и даже больше, и все-таки развился в человеческую душу, также у него есть теоретически возможность развиться до ангельской стадии развития души. Это к ответу на вопрос, существует ли такое, что ангелы воплощаются на Земле. На Земле воплощаются люди, человеки на определенной стадии развития, но существует возможность действительно развития в ангельскую стадию развития души. И это точно бессмертные души, это великая миссия, великое благо для человечества, потому что ангелы
с нами не могут общаться вот в физическом теле, да? Ангелы с нами общаются, как общаются. И если человеческая душа в процессе развития превращается в ангела, там происходят определенные трансформационные процессы. Сначала души, потом сознание. Потому что сознание тоже должно перестроиться в плане, опять же, восприятия того самого опыта души на сознание ангелов. Вернемся к тому, что чистота помыслов даже среди людей она разная, что говорить про чистоту помыслов ангелов и божеств. И когда человек развивается до ангельской стадии развития души, это совершенно другая чистота помыслов вообще. То есть то, что касается чистоты восприятия, очень сильная взаимосвязь идет. И чистота восприятия, она зависит вообще, в принципе, от многих причин и процессов. Да? Сейчас я бы не хотела об этом подробно говорить, хотя могла бы. Да? Дело в том, что те, кто приходит на мой канал для каких-то таких сведений, да, интересных, посещайте другие стримы, да, потому что они направлены не только на освещение вот именно таких вопросов, но и в том числе практические какие-то вещи мы обсуждаем, да, в плане развития и преображения души. Ну, если дано будет услышать вам. Итак, значит, то, что касается души, как бы более-менее разобрались. И того получается, что когда душа становится бессмертной, какова точка финальная в принципе развития? Ну так, если как бы порассуждать в принципе о возможностях, потому что такие возможности есть. Другой момент, доходили ли до них. И также просто поговорим о святых. Да? На самом деле, все ли святые являются святыми? Да? В свое время пришло понимание, что не все. Для того, чтобы святой стал святым, это нужно, чтобы душа его обрела бессмертие. Да? То есть как минимум, чтобы душа была на уровне человеческой или выше. Ну, может, человеческая. Да? Это именно святость обозначает прохождение некой точки бессмертия. Так вот, не все святые, которые считают святыми, являются действительно бессмертными. Но многие из них, они обрели свое бессмертие именно в процесс смерти физического тела. То есть именно в этот момент они обрели бессмертие души. То есть итого получается, да, если вернуться к тому, о чем многие люди говорят, о том равенстве. Равенства вообще не существует, потому что есть разные программы развития духа, есть разные программы развития души и, в принципе, те процессы, в которых находится индивид. Если вернуться к сознанию, к тому самому сверхя, тоже хочу вот в этом выпуске пронести определенную ключевую мысль. Так как каждое сверхя является некой каплей сознания Бога Отца, представим это в виде того, что каждое сверхя имеет определенный уровень доступа к информации. Очень у нас, вот когда люди начинают выходить на связь со сверхя, с тем самым разумом, да, и начинают получать информацию, важно понимать, что не только объективность восприятия разная может быть, но и уровни доступа к информации могут быть разные. Представим себе следующую картину. То есть зрители сидят в одном кинозале, их очень много, этих зрителей, да, и на экране идет какой-то кинофильм. А зрители смотрят, ну то есть они включили, скажем так, некие устройства там с двухсторонней камерой, да, и они смотрят кинофильм не по общему экрану, да, а через свой вот этот двухсторонний экран. И получается, что каждый видит какой-то свой фильм в сферу своего восприятия. А то, что как бы с другой стороны, все это идет и ведет проекцию именно на общий экран. И вот со стороны общего экрана это и есть тот самый банк сознания Бога Отца. То есть это и есть та самая самая объективнейшая информация, которую можно вообще предположить. Так вот, этот кинозал и вот эти вот двухсторонние камеры, это есть сверхя каждого человека, то есть личностное сверхя. И, собственно говоря, каждое сверхя, оно
воспринимает информацию общую только глядя через свою камеру, да, вот на общий экран, никак по-другому. И как бы сверх-я каждого человека, ну то есть абсолютно каждого человека, можно сказать, не то, что вот именно каждый человек имеет свое сверх-я, то есть существует, ну, назовем это как типа двойников, и получается, что как бы если подразделить вот этих двойников, то давайте еще более усложним картинку. То есть существует несколько кинозалов, да, и в каждом кинозале сидит некий сектор, да, вот тех самых двойников сверх-я. И, соответственно, это примерно одни и те же экраны, хотя вот эти сверх-я, если говорить в плане, ну, уточним информацию по двойникам, да, это, можно сказать, не одинаковые сверх-я, то есть есть у них что-то общее и есть у них что-то раздельное. И тем не менее, это те же самые двойные камеры, которые направлены на вот этот экран и восприятие информации именно через свою камеру. В другом кинозале сидит, скажем так, другой сектор сверх-я, да, и смотрит, скажем так, свой фильм. И вот сколько-то кинозалов существует, и все это выливается в одной какой-то сплошной экран, который является сознанием Бога Отца. Так вот, то, что касается утрированно, да, называем двойников, это и есть один кинозал и один сектор доступа к информации. То есть эти сектора доступа, они существуют разные. Когда человек выходит на связь со сверх-я, во-первых, очень многое зависит от все-таки фильтров его восприятия, то есть его замороченности, скажем так, стереотипами, иллюзиями, потому что это грязные очки, через которые, тем не менее, воспринимается информация, даже на том этапе, когда вам удается отключать молотилку ума. Тем не менее, это ваши грязные очки восприятия, и ту объемную информацию, даже если предположить, что у вас импульсно работает канал объемного видения или полностью, вы воспринимаете все равно как некое замутненное, да, то есть, скажем так, есть повод к большей объективности. И поэтому очень сильно много зависит восприятие объемной информации, в том числе на чистоте помыслов и чистоте сознания. Потому что именно сознание способно обрушить себя, вот именно путешествуя по разным мирам, завися от многих вообще факторов, в том числе, скажем так, от эмоционального состояния человека, да, когда человек позволяет себя дребоганить сущностям во все стороны, да, испытывая уныние или еще какие-то вещи, он реально способен погрузить свое сознание, на которое происходят атаки со стороны низших сил или адовых простоек, в ад. То есть очень многие люди живут либо в преддверии в ад, либо в аду прямо при жизни, своими сознаниями. И если сознанием получается загреметь туда, то выбраться оттуда очень сложно, достаточно сложно. И того получается, что если вернуться к душам, да, в целом есть еще такой момент, что кроме возможности развития души, даже выше, чем человеческая, то есть это тоже не конечная финальная история в принципе возможного опыта. То есть если предположить, что душа обрела бессмертие, тело обрело бессмертие, вернее, душа обрела бессмертие, сознание бессмертное так или иначе, да, скапливает опыт, дух и так бессмертный, остается тело. В этой конструкции остается тело, которое умирает. Так вот, в принципе, возможен такой вариант развития многомерности человека, как подобие Бога, когда происходит физическое вознесение, то есть вознесение в физическом теле. То есть то, что касается физического тела, оно на определенном этапе развития уже и души, и объединения с духом, и многих процессов. Конечно же, это происходит даже не на человеческой стадии развития души, хотя, наверное, теоретически в каких-то отдельных случаях, совершенно отдельных случаях, возможно, это авансом будет происходить, но возможно вознесение. То есть это когда
вся четверка лошадей приходит к Создателю, то есть когда не происходит смерти физического тела, да, потому что трансформация тела — это разные совершенно физические процессы, которые выходят за грани заскорузлого ума среднестатистического человека, который подвержен почасовому выбросу соляной кислоты в желудок и считает, что БЖУ — это его счастье. Так вот, есть процессы, когда, скажем так, гормональный уровень, он не командует телом человека, или вернее функционирует по-другому. Когда тело меняет химический состав, когда тело обретает определенные способности, в том числе к телепортации, да, к левитации и в конечном итоге к вознесению. То есть тело меняет химический состав. Вознесение — это значит, что тело может, в принципе, вот это физическое тело, поменять и состав, и мерность, и, то есть путешествовать вот с этими, как бы, ну как сказать, нашими представителями, да, путешествовать везде тело физическое может с душой, с сознанием и с духом. То есть это и есть то самое вознесение, когда нет смерти физического тела. Четверка лошадей, которые приходят к финишу вместе. Это совершенно другое развитие, да, то есть это, пусть многие из вас воспринимают как сказки. В принципе, знаете, мне все равно, воспринимаете ли вы это как сказки или еще как-то. Это существует, это возможность, она существует. Но было ли такое на самом деле? Если рассматривать даже Иисуса Христа, про которого я говорю, что было вознесение, принцип его другой был, даже внедрение в физическое тело, поэтому это было истинным вознесением, но оно было, скажем так, предначертанным и полностью предрасположенным. Это не то глобально, что предстоит постичь определенным духом, если до этого произойдет заплыв, тем, которые рождены сейчас. Потому что второго пришествия Иисуса Христа не будет, другого божества не будет, и воплощения Бога во плоти не будет. Сейчас особенное время, абсолютно особенное время. Это великое счастье, что мы в него родились. Но, знаете, нужно просто знать карту и вообще, в принципе, понимать, куда ты плывешь, если плывешь. И отдавать себе отчет в ответственности, которые ты несешь за то, что ты отдыхаешь где-то на кочке, либо на берегу пьешь пиво, либо в своем процессе неустанно трудишься и делаешь великий заплыв. Что еще хотелось бы осветить в этом ролике? Ту мысль, которую я чаще всего проношу. Каким образом мы взаимодействуем с ангелами, с божествами? Сознанием. Мы соприкасаемся со всеми сознанием. Тем самым и умом, и своим личностным сверхя. То есть все просто и сложно. Даже на уровне, если говорить душ, это не совсем даже души взаимодействуют, а сознание, возможно, часть, которая отвечает за вопросы души. Но это в любом случае происходит взаимодействие с сознанием. Так же, как мы с вами общаемся между людьми, это взаимодействие с сознанием. Я говорю, я проношу информацию, определенную информацию, вы воспринимаете ее как информацию. Это работа сознания. Так же, как и взаимодействие, например, контактеров с инопланетянами, которые не являются божествами, а являются, ну, как бы разновидностью людей, это тоже взаимодействие с сознанием. С ангелом мы тоже взаимодействуем с сознанием, с божествами тоже, со всем божественным миром тоже, если способны, да, и с низшими силами тоже, потому что именно низшие силы осуществляют бомбардировку на сознание. Даже сущности, которые формируются, сначала идет бомбардировка на сознание, а потом уже это откладывается, скажем так, на душе и на теле. И того. Если еще подытожить, ну то есть так я хочу вот сейчас вот эту некую затравку вам мысль дать, да, что ангелы это как некая энергия, как некая структура, да, которая расположена во Вселенной выше над нами, да, имеет более сложную мерность времени, да, мы говорили, что это шестимерное время, но там свои пространства, и там меньше пространств, чем у нас. И получается, что ангелы, они работают по структурам
пространств с людьми. Да? Если говорить про божества, это как будто по-другому направленная энергия, и работа идет именно по структурам времени. Ну, на этом все, пожалуй, да, мы будем завершать, потому что здесь можно много говорить, но на самом деле это все будет мало, да, то есть главные какие-то вехи я осветила. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. А так, хочется пожелать каждому из вас действительно большей осмысленности, не только осознанности, и также неких таких интуитивных прозрений и объединения со своей душой. Всем пока-пока!